Здравствуйте. Я вам хочу сейчас рассказать про маховое колесо, как его надо правильно ставить, устанавливать, потому что многие вообще не знают. То есть, если ставят как-то так, на бум святых, особенно вот эта вот фракционная шайбочка. То есть, большинство ее ставит, даже не знает, как ее ставить. Если так посмотреть, у нее вот эти усики идут, вот внутренние усики, вот они. Вот эти вот. И вот эти наружные ограничители, вот эти. То есть многие даже не знают, ну, вот это ограничители-то еще понимают, для какой цели. А вот эти внутренние ставить неправильно. Ну вот. Когда придет установку делать, их надо обязательно наружу, чтобы они выходили. То есть были согнуты не вовнутрь, вот, если посмотреть, вот, они выгибают сюда, вот, на меня, вот. То есть, и вот ставить на сам этот вот втулочную систему, то есть вот втулка маховика, вот она просто у меня снята с машины, ну, чтобы лучше тут показывать, не самой, на самой машине показывать, вот, чтобы здесь, просто здесь идет вал основной, вот, просто она у меня снята. И вот это вот кольцо, то есть многие ставят неправильно, то есть вот здесь вот такие прорезы, если посмотреть, вот видите прорезики такие, вот они. Это специально вот под эти усики, вот они рассчитаны. И вот их надо вот так вот ставить, вот. Вот. Если посмотреть, я сейчас вот поближе придвину чуть-чуть. Вот. Если так посмотреть, вот, они вот сюда выпирают, вот они. Они должны наружу изгибом быть. Вот. Если посмотреть, вот так вот. Вот видите? Вот он. То есть он выгибает. Если перевернуть на другую сторону, они вовнутрь сгибаются. Так вот, многие примерно вот ставят неправильно еще вот так. Они берут, просто сняли, оно упало, и они не посмотрели, как он стоял. Вот так он стоял. Или он вот так вот стоял. Многие ставят вот так вот. Вот он. Вовнутрь. А потом говорят, что-то нам колесо не закрутить. Ну вот. Винт маховика, когда закручивают, его как следует идет пробуксовка. Вот из-за того, что усики вовнутрь поставлены неправильно. Их надо ставить наружу. Вот так вот. То есть многие делают вот эту вот ошибку. Вот такую систему. То есть вот. Еще покажу. Разные маховики. То есть вот этот вот, это с 35-й. Вот он. Маховое колесо. Вот. То есть вот она надевается, вот он свободно входит. Вот. Вот вы вот так вот ставите. Вот ее. Это просто показываю здесь, без вала, не на машинке. Это я в конце покажу, когда уже потом уже буду просто устанавливать уже. А здесь, чтобы мне легче просто было это показывать. Потому что суть-то одна и та же. Просто здесь просто вала нету, просто, а суть-то одна и та же. Ну, просто, чтобы вам лучше было видно. Вот так вот ставите маховое колесо. Вот, все, поставили. Вот. Берете шайбочку. Вот ее. И усиками наверх. На себя, не вовнутрь, а наверх, потому что многие ставят, и когда машинки разбирают, там, когда говорят, вот там что-то не крутится машинка, там пробуксовывает, потому что усики они вовнутрь поставили. Вот это нельзя делать. То есть вот вы ставите на себя усиками, чтобы они на вас выходили. Вот. И винт маховика, вот он, закручиваете. Вот. Закрутили. Вот его. Вот, зажали. Все, она уже здесь. Вот. Не прокрутить ее. Вот. То есть она уже намертво. Все. Вот.
Ну, еще маленькая такая регулировочка есть. Тоже ее мало кто знает. Вот этот вот винт, стопорный винт. Вот он. Закручивать надо. И бывает так, что ну, тут 50 на 50. Можно четко попасть, можно нет. Вот вы закрутили его. Вот, все, закрутили. Это чтобы сам винт, это, вот, даже не открутить. Блин, хорошо закрутил. Ну вот, сейчас раскручу. Вот этот винт, он не дает, чтобы когда вы наматываете шпульку, ослабку делаете, чтобы у вас сам этот маховик прокручивался, вот он, вот, вот, он ослабевается. Если его затянуть, вот, он уже намертво. Так вот, когда вы ослабеваете, чтобы он полностью у вас не выкрутился, сейчас я его откручу. Вот. Ой. Ну вот. Так вот эти вот наружные ограничители, вот они не дают вот этот вот стопорный винт, вот он. Вот его посмотреть, вот он выходит. Когда его закрутить, вот он до конца дошел. И видите, он вышел. Вот он. Где-то на 3-4 миллиметра. Вот. Так вот этот вот, если вот так вот просто наглядно, потому что там, если я поставлю, видно не будет. Когда он вот так вот стоит, вот он не дает прокрутки. То есть это идет ограничение. То есть он крутится, вот, определенный, вот, его на люфт, вот он. Вот так вот крутится, вот он. Ограничений, он не открутится и не когда закручивание, он не должен до этого доходить. Вот до этого. Когда вы откручиваете его, чтобы дальше не перекрутить, вот этот вот ограничитель, он тормозит его. А при закрутке, когда закручиваете, он должен где-то вот так вот доходить. Он не должен полностью доходить. Или бывает так, что он, когда вы ограничение вот это закрутили, и она бывает, вот колесо закручено уже, вот, а оно вот так вот. И когда вы хотите его открутить против часовой, то есть на себя, а он не дает. То есть, и бывает вот эту систему надо переворачивать на 180 градусов. Вот. То есть здесь ловить надо. Вот. Если вы вот поставили, вот, и стопорный винт, он попал вот сюда, вот в эту часть, вот сюда попал, и вы хотите открутить, вы не открутите. Значит, вы вот эту систему переворачиваете на 180 градусов. Вот так вот. Вот, все. И тогда этот винт у вас уже будет вот здесь. И спокойненько он откручивается вот сюда, вот этот ход. Вот. То есть вот эта регулировка. Здесь надо вот ловить ее. То есть поставили. Вот я прямо сейчас поставил. Вот. Я ж не знаю прямо, как он там у меня будет. Это значит, надо мне этот опять открутить. Ну, вот. Вот, чтобы он за подлицо ровно ушел, чтобы не мешал. Вот вы берете, ставите вот усиками на себя и закручиваете. Вот, закрутили, так сильно не надо, а так вот чуть-чуть прижали и зафиксировали винт. Вот, закрутили. И пробуйте откручивать. Вот.
Вот, видите, вот я попал. Вот он. Вот он ходит немножко, и дальше он не идет. Все, вот. Вот. То есть, вот я закрутил его. Она не крутится, вот. И вот открутил я стопорный. Вот. Открутил. И все, и маховик, он крутится. Вот. То есть, вот я попал. То есть, если вы не попали, просто переворачивайте на 180 градусов. Вот и все. То есть, тут такого сложного нет ничего. То есть, вот. С этим разобрались. Сейчас покажу еще кое-что. Вот этот маховик, это пластмассовый. Из пластика сделан. Это с 35-й. Вот это 43-я. Ну, суть одна и та же. Там. Даже можно этот поставить на 35-ю или с 35-й. Если нету на 43-й, можно и вот этот поставить. Но есть еще маховик первых моделей. Вот он. Это чугунный маховик. Он весит ровно килограмм. Вот видите, это железный. Уже вот. Если магнитом его... Вот он. Вот видите, вот. Не оторвать даже. Вот. То есть это чугун. Ну вот. Ровно килограмм весит. Я замерял для интереса. А вот этот вот 100 грамм. Так вот эти, я вам вообще не рекомендую их делать. Потому что многие меня там просили, спрашивали, а у вас есть чугунные? Вот я хочу там маховик чугунный поставить, чтобы он вечный был. Там это... Я не рекомендую, потому что они тяжелые, это раз. Эта машинку уже будете перетаскивать, это лишний килограмм, ну 900 грамм. Это уже в минусе, это раз. Второе. При остановке, когда вы шьете, она раскручивается. И когда вы останавливаете, она еще прокручивается строчку там, когда вы шьете, еще где-то на 5-7 миллиметров прострочка идет. Потому что он сразу резко не остановится. Это тяжелая система. И вот это я не рекомендую, потому что я сам на это клюнул давным, еще тоже думал, когда мне попался, такой думаю, о, сейчас себе поставлю, и у меня вечный будет маховик этот, никогда не сломается. Полная ерунда. Мне не понравилось, что при остановке он еще прокручивается. То есть вот это мне не понравилось. Хотя, конечно, у меня не переносная машинка, а тумбочная, я, конечно, не таскаю. Вроде как мне вес-то роли не играет. Но мне не понравилось из-за того, что я когда останавливаю, она еще прокручивается. Потому что у нее тяжелый сам он. И он еще своим весом еще прокручивается несколько раз. Вот это я вам не рекомендую, конечно. Ну, если, конечно, нет. Ну, если хотите, конечно, ставьте, конечно, если вам это хочется. Но я попробовал, мне это не понравилось. То есть, это все. Вот. Теперь еще одна такая система. То, что вот эта железная, она... Сама вот эта система входит, никаких проблем. Вот она. То есть она никогда со временем не судится. Ну, то есть, чтобы там жестко заходило или там еще что-то. А вот пластмассовых это есть. Вот с 35-й он спокойно входит. Вот он, видите? Никаких проблем. Раз, и зашел. А вот мне сейчас принесли машинку на ремонт, ремонтировать. 43-я. А в нее-то не входит. Видите? Я когда снимал, еле-еле снял. И если вы вот эту ослабку сделаете, у вас все равно намертво она стоит, и все равно она будет крутиться вместе с валом основным. То есть вы ее не ослабите, потому что вот ее... Видите, даже мне вот не вытащить ее. Потому что пластмасса, она сжимается со временем. Когда стоит на солнце, вот это солнце не любит пластик. То есть никогда машины не оставляйте на солнце. Около окошечка, когда вы шьете, там прямо поставили, хотя бы закройте чем-то там, тряпкой или чем-нибудь, чтобы солнечные лучи не попадали на пластик. Это он не любит. И он начинает сжиматься. И вот мне вот эту систему, то есть втулку маховика, вот она, видите, мне не надеть ее. И что делать, получается? То есть машинка-то шить-то будет, только единственное, шпульку будете наматывать вместе с ходом. То есть вы уже эту не ослабите. Так делается вот это элементарно. Но вот так как я занимаюсь профессионально, у меня есть специальная развертка. Вот она. На
Вот видите? На 20 миллиметров. Но она регулирующаяся. То есть это не то ровно 20 миллиметров, а я могу ее регулировать. Регулируется она вот здесь. Ну, здесь, наверное, будет не видно. Но вот сюда отвертку. Ну вот. Вот я вставляю отвертку. Вот. И там есть регулировка. Я регулирую, сколько мне надо сделать, чтобы вот здесь было не 20 миллиметров, а 20,01 или 20,02. Вот эта система расширяется. Вот так она. Она расширяется. И я могу сделать так, как мне надо. Чтобы вот это вот прочистить. Конечно, у вас это, конечно, вы покупать это не будете, потому что она очень дорого стоит. Да и за один раз вам платить деньги за это. Это я просто профессионально занимаюсь. Мне это надо очень часто. Чтобы не терять время. Вот. И вот я беру, делается 5 секунд. Сейчас вот я вам покажу. То есть вот она, сама втулка. То есть это не лезет. Видите, вот. Вот. Все тяжело. Вот она. Сейчас я вам покажу, как делается. То есть берется просто вот так вот. 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 И она стачивает. Вот. Вот. Вот, сейчас попробуем. Вот видите? Все, 5 секунд. 5 минут, как говорят, ну не 5 минут, 5 секунд даже точнее. Вот, все, и она готова. И она спокойно крутится, вот. Видите? Вот. Ну, я сейчас ее немножечко еще сделаю, потому что она еще так не очень легко, потому что со временем может опять заклинить. Просто сейчас с другой стороны ее почищу. Вот. Вот. И она просто ее снимает. Вот. Все. Вот, видите, даже на ней вот это, сама пластмасса. То, что соскребло. Вот она. Ну, вот эта вся система. Вот. То есть вот такая система. Конечно, если у вас там муж где-то работает там токарем, это не проблема ему принести. Ровно 20 миллиметров. Так, вот он. 20 миллиметров, вот берется. И можно до 20,01, 20,02. До 0,2 можно спокойненько ее отрегулировать. Или в крайнем случае сверло взять 20-миллиметровое. Ну, чтобы 20-миллиметровым. И, то есть можно, конечно, ну, там придется немножко наискосок, там это, ну, нормально. В крайнем случае, если, конечно, у вас этого нет, то берется круглый напильник. То есть, то такой побольше, конечно. Вот. И берете спокойненько вот так вот. То есть, вот это делать. Конечно, тут надо потерять время, там потыркаться. Конечно, будет не четко ровно. Потому что вы когда будете делать, то вот так вы сделаете, то так, то вы с этой стороны больше проточите, то там, то здесь. Ну, конечно, это не очень хорошо, но из ситуации можно выйти. То есть, просто разверткой она протащит точно на 100%. То есть, никогда не ошибетесь. В крайнем случае, напильником. Вот. Если нету напильника, можно наждачкой. Наждачку примерно там, даже вот примерно взяли, наждачку скрутили как трубочку, когда у меня ничего не было, а только начинал. И вот так потихонечку тоже крутите, то есть грубую наждачку. И вот ей вот так вот крутите, просто трубочкой скрутили, вот, запихнули сюда и крутите ее так потихонечку. Даже наждачкой она даже поровнее будет примерно. Покупаете грубую наждачку. Все. Вот эта система, то есть вот. И она спокойненько вот, видите? Вот. Оп. Все. То есть все, никаких проблем. Вот. То есть вот такую систему вот. Что вот я хотел показать. Сейчас покажу, установлю просто ее на саму машинку. Ну и все, наверное, так вот. Вот. Ну вот. Берем, смазываем. Обязательно надо смазать. 2 капельки капнуть. Много не надо, а вот чуть-чуть. Вот. И еще. Ну вот. Я просто тут-то на этом-то не стал показывать, потому что тут-то вот он, закручивающий
стопорный винт. Вот. А здесь вот он. Когда вы сняли, всегда проверьте его. Они, бывает, раскручиваются. Вот. Вот он раскрученный был. Вот, закрутили его, чтобы он потом не раскрутился. Вот это обязательно проверьте. Ну вот. 2 капельки капнули, все. Надеваем сам этот маховое колесо. Вот. Только, конечно, не перепутать. Бывает, что можно надеть его и другой стороной, вот этой. Вот здесь вот широкая. Вот она, такая семечка. А с этой стороны узенькая. А то бывает, чью так надевают. То есть вот это вот широкой. Вот он. На внутрь, то есть вот. То есть вот. Надели. Вот она. Все, видите, она теперь свободно ходит. Ну вот. Фракционную шайбу. Вот. Усиками на себя. Не вовнутрь. А то бывает вовнутрь вот так вот делают. И потом говорят, почему-то не зафиксировать. На себя, чтобы они вот эти усики выходили изгибом на вас. То есть вот ставите. Вот. И гайкой, болтом, то есть. Ну, вот. Винт маховика. Вот он. Винт маховиком закручиваете. Вот, вы закрутили. Вот, все. Заработал. И зафиксировали. Так. Винтиком. Вот. И пробуете. То есть зафиксировали, потом откручиваете. Вот, видите? Он меня не откручивает, потому что я не попал. Потому что надо фракционную шайбу вот эту развернуть, сейчас будет на 180 градусов. Просто вот я не попал. Вот, я хочу раскрутить, она только чуть-чуть у меня, вот. Если может, вы видите, вот. Просто не очень видно, наверное, будет. Она немножко ходит, вот. Раз, и все равно она не открутит. Значит, я должен опять открутить. И развернуть на 180 градусов. Вот, еще даже не открутил. Вот. Откручиваем. Вот. И саму шайбу фракционную, то есть разворачиваем на 180 градусов. Вот так вот. Вот, все. Вот. И закручиваем. Вот. И фиксируем винтик. Вот его. Все, теперь вот пробуем. Все, вот он. Видите, он уже стал. Ход больше у него. И этот винтик не дает, чтобы вы саму систему не раскрутили. Ну вот. Сам винт маховика не раскрутили. Потому что без него, конечно, можно и без него, просто она зажать-то вы зажмете. Но когда начнете откручивать и наматывать шпульку, она просто от вибрации просто раскрутится просто. Вот этот вот винт, он и сделан для этого ограничения. Вот, все, вот он. Вот я зажал, все четко, вот. Все работает. Вот. Вот и надо открутить, значит, видите, вот я кручу сам маховик, а сам винт этот не крутится. Вот. И вот закручиваем. Вот. И вот он крутится вместе с ним. Ну вот, все, наверное, что я хотел показать вам, объяснить. Ну вот, потому что многие не знают, как эту шайбочку фракционную вот эту ставить. Что можно ее на 180 градусов развернуть или не той стороной поставить ее. То есть, ну, наверное, все, наверное. Тогда все. До свидания.